Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Многие рукодельницы выбрасывают такие маленькие кусочки, а мы попробуем сегодня с ними поработать. Сначала соединяем лоскутки попарно. У меня обрезки разной формы. Есть прямоугольники, но очень много треугольников. Техника работы состоит в том, что сначала сшивают вместе два лоскутка, потом к ним присоединяют еще и еще. Когда сшитый фрагмент становится достаточно большим, например, с ладонь, его нужно обрезать. При этом блоку можно придать либо произвольную форму, либо четкую геометрическую. Но у меня, видимо, рука уже заточена на прямые линии и четкие геометрические формы. У отшитых деталей отрезаем лишнее и сразу придаем им форму квадрата. У меня было много треугольных деталей, а после подравнивания получились квадраты из двух треугольников. Берем примерно одинаковые по размеру и продолжаем сшивать попарно. Готовые детали проутюживаем и подравниваем. И уже можно опять сшивать и подравнивать. И неожиданно у нас получается красивый блок, вертушка или мельница, только маленького размера. Можно их подровнять, сшить вместе и получить красивое лоскутное полотно из мелких треугольников. Но эти блоки можно использовать как самостоятельные элементы оформления. Приготовим кусок натурального льна. Мешковина очень рыхлая. Возьмем бортовку. Размер 42 на 70 сантиметров. Для пошива сумки надо ее хорошо укрепить. Проклеить двумя слоями клеевого флизелина. После этого обозначим центральную часть, где будет располагаться узор. И еще приготовим две полоски ткани для ручек. Ширина их 8 см, длина 62 см. Ручки мы сложим вдоль пополам, подвернем края и прошьем. Тем временем определимся с расположением узора. Внизу хочется сделать широкую цветную деталь, а сверху расположить одиночные ромбы. Для широкой части мы просто сошьем все детали в длинную ленту. А затем обошьем ее бейкой, полоской ткани шириной 4 см. Пришиваем ее к лицевой стороне. Потом просто отгибаем на другую сторону и приутюживаем. Точно так же обрабатываем и все остальные детали. Дальше заготовки размещаем на основе в нужном месте и закрепляем иголкой с ниткой, а потом пришиваем их на швейной машинке. При желании можно добавить еще разные декоративные элементы. На следующем этапе надо подготовить подкладку. Возьмем кусок ткани такого же размера, как и лицевая часть, и сделаем большой карман на 3 отделения. Возьмем кусок ткани с шириной 20 см, подогнем один край. Пришьем эту полоску, отогнем ее наверх. Наметим входы в карманы и прошьем их. Чтобы карманы не вырвало, с обратной стороны подложите маленькие кусочки ткани. На лицевой стороне отметьте места для пришивания ручек. От центра отложите по обе стороны по 8 см. Сразу пришейте ручки на швейной машинке. После этого сложите вместе лицом к лицу детали подкладки и верха и прошейте по верхнему краю. Дальше заготовку надо развернуть так, чтобы с одной стороны были детали верха, а с другой подкладки, и прошить по краю. Но перед этим надо сформировать донышко, заложить складки в детали верха и подкладки. Не забудьте оставить отверстие для выворачивания в боковой части подкладки.
Готовую конструкцию надо вывернуть, подтянуть и расправить. Остается только зашить оставшиеся отверстия и сделать отделочную строчку по верхнему краю сумки. И получилась замечательная пляжная сумка с фольклорными мотивами. Так и хочется запеть. Хор наш поет припев любимый, вина полились рекой, ведь у нас готова сумка, шопер новый дорогой. Выпьем же за сумку дорогую, свет еще не видел красивую такую. Эй, нане, позолоти ручку, дорогой. Пальчик вверх поставь поскорее и на канал подпишись, алмазный мой яхонтовый. И может мы еще какую-нибудь сошьем цыганщину, вырви глаз. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.